Привет, друзья! Сегодня в выпуске я хотел бы с вами подробно разобрать по-настоящему горячие темы, почему популярные электромобили на европейском рынке могут внезапно подорожать еще на 630 евро, и как обычные жители Германии прямо сейчас могут законно сэкономить до 1315 евро на своих коммунальных счетах за свет и за газ. Правда, ведь нам с вами было бы здорово оставить в своих кошельках такую внушительную сумму в евро. Также я еще подготовил специальную для вас пошаговую инструкцию, как вернуть переплату за отопление и электричество от своих коммунальных служб. Досмотрите до конца, будет максимально интересно. Итак, друзья, сегодня главная официальная цель нового европейского закона заключается в том, чтобы защитить внутреннюю промышленность Евросоюза от растущих азиатских конкуренций и максимально активно стимулировать массовый выпуск экологически чистой местной продукции. Министерство экономики Германии в целом оценивает эту глобальную стратегическую идею положительно. По мнению чиновников в Берлине, новые правила способны сделать европейские автоконцерны более конкурентоспособными, привлечь на немецкие заводы миллиарды свежих инвестиций и помочь в глобальной борьбе с изменениями климата. Однако ведомство одновременно выступает с официальным предупреждением. Этот же закон может привести к заметному росту розничных цен на целый ряд важных товаров. И в первую очередь затронуть стоимость готовых электромобилей, литиевых аккумуляторов и новых солнечных панелей для жилых домов. Причем это происходит именно в тот момент, когда в стране совсем недавно полноценно заработал обновленный государственный портал субсидий, о котором я вам рассказывал. Через этот онлайн-сервис покупатели современных электрокаров могут оперативно оформить солидную правительственную премию аж до 6000 евро компенсации при выборе электрического автомобиля. И надо признать, что такая финансовая поддержка со стороны государства для многих семей оказывается весьма существенной. Согласно свежим аналитическим базам данных крупнейшего немецкого автомобильного клуба ADAC, средняя розничная цена нового электромобиля в автосалонах Германии, напомню, сегодня составляет внушительные 52 700 евро. Да, более дешевые, скажем так, бюджетные и компактные китайские или европейские модели на рынке номинально присутствуют, однако для обычной семьи с детьми они, как правило, подходят не всегда из-за своего небольшого багажника и ограниченного запаса хода на одном заряде. При этом общая экономическая ситуация на авторынке в ближайшие месяцы может стать еще более сложной и запутанной, поскольку современные электрокары способны заметно прибавить в цене сверх того и без того, скажем так, высокого уровня, на котором они находятся прямо сейчас. В Министерстве экономики Германии сегодня уже открыто предупреждают о новой волне удорожания, которая может последовать после принятия этого нового пакета регулирующих норм со стороны Брюсселя. Опираясь на детальные расчеты Еврокомиссии, немецкое министерство официально прогнозирует, что каждый новый электрический автомобиль на рынке может подорожать еще в среднем на 630 евро. Но почему же вообще становится возможным такое ощутимое подорожание? Основная причина, друзья, кроется именно в изменении правил Евросоюза о так называемых преференциях при проведении коммерческих и государственных закупок. Смысл таких юридических нововведений заключается в том, чтобы европейские покупатели, то есть мы с вами, крупные автоконцерны и логистические компании в первую очередь отдавали предпочтение именно тем деталям и компонентам, которые были произведены внутри границ самого Евросоюза, а также в том, чтобы поддерживать и развивать экологическое чистое производство непосредственно в самой Европе и, соответственно, снижать зависимость от более дешевого импорта. Если разложить эту стратегию Брюсселя по полочкам, то глобальная цель реформы заключается в 4 ключевых пунктах. Максимально стимулировать людей, нас с вами, покупать товары, которые имеют минимальные или полностью, скажем так, нулевые выбросы углекислого газа CO2.
снизить импортную зависимость европейских заводов от сырья и производственных мощностей других стран, прежде всего кого? Правильно, Китая и Соединенных Штатов Америки. Дальше. Стимулировать крупный бизнес, направлять миллиарды евро инвестиций именно в европейские промышленные площадки и новые рабочие места. И четвертое – это ускорить переход промышленности на современные, экологически ориентированные технологии производства. Такие вот новые правила Брюсселя и тарифные барьеры в первую очередь затронут несколько фундаментальных отраслей всей промышленности. В центре внимания оказывается производство стали, цемента, алюминия и тех же литиевых аккумуляторов, солнечных батарей и автомобильных запчастей. Именно требование европейских чиновников расширить использование компонентов с маркировкой «Сделано в Европе» может стать одним из главных факторов дальнейшего роста цен на готовую технику в автосалонах. Автоконцернам, соответственно, придется сегодня постепенно сокращать использование более дешевого импортного сырья и чаще закупать европейские аналоги, что со временем способно и отразиться в итоговой стоимости продукции для нас с вами, для покупателей. Если же взять для наглядного примера те же электромобили, то макроэкономический расклад выглядит следующим образом. Внимание! Начиная с 2030 года тяговые аккумуляторы для них должны будут соответствовать внутренним стандартам по углеродному следу. Из-за этого шага себестоимость батареи, друзья, может заметно тоже увеличиться, а каждый такой готовый электрокар прибавит в цене в среднем те самые 630 евро. Но и это еще далеко не финал. Машины при производстве кузова и деталей, для которых заводы будут использовать экологически чистую зеленую сталь, дополнительно могут также подорожать еще примерно на 70 евро. В итоге суммарная оценка способна уже приблизиться к 700 евро, что особенно чувствительно для покупателей бюджетных моделей электротранспорта. Вдобавок, друзья, ко всему, новые экологические нормы существенно изменят подход к государственным закупкам, тендерам и региональным программам финансового субсидирования. То есть коммунальные ведомства и министерства в Берлине будут более внимательно следить за тем, чтобы закупаемые товары, служебные автомобили и те же строительные материалы соответствовали именно европейским экологическим требованиям и обладали минимальным углеродным следом. А это означает в свою очередь, что правильно, что и в секторе госзаказов расходы могут тоже увеличиться, что потребует от государства дополнительных затрат на закупку соответствующей продукции. И это еще у меня не все, ведь сегодня глобальные европейские законы и грядущее удорожание автомобильного рынка уступают место исключительно практическим и бытовым финансовым решениям, которые прямо сейчас способны вернуть существенные суммы денег в кошельках местных жителей, то есть нас с вами. Обычная семья в Германии может абсолютно легально, друзья, да, легально сэкономить до 1315 евро на своих коммунальных счетах за электричество и отопление, если же вы вовремя избавитесь от одной вредной потребительской привычки. Свежий масштабный аудит коммунального рынка выявил весьма показательные цифры. Только за первую половину, вдумайтесь, текущего 2026 года частные клиенты в Германии суммарно переплатили за свет и газ около 5,4 миллиарда евро. Из этой суммы порядка 3,5 миллиарда евро пришлось на переплату за электроэнергию, а еще 1,9 миллиарда евро потребители заплатили из-за более высоких тарифов на газ. К такому выводу пришли аналитики крупнейшего портала сравнения Verifox на основе официальных данных Федерального сетевого агентства. И главная причина таких дополнительных расходов семейных бюджетов кроется именно в банальной привычке, в вашей банальной привычке редко пересматривать действующие контракты. Выяснилось, что сегодня больше половины жителей Германии годами, друзья, не меняют своего поставщика коммунальных услуг, хотя при переходе на более выгодные тарифы по стране можно было бы сэкономить весьма заметные суммы. Государственные специалисты подсчитали, что целых, внимание, 22% всех домохозяйств в Германии до сих пор пользуются самым дорогим
так называемым базовым тарифом на электричество. Этот контракт удобен тем, что его можно расторгнуть в любой момент без штрафов. Однако многие из вас пользуются им годами, не замечая, что разница с наиболее выгодными предложениями на рынке достигает 16 центов за 1 киловатт-час. Еще около 38% немецких семей получают электроэнергию у того же самого местного базового поставщика, но уже не по базовому, а по специальному внутреннему тарифу. Однако и здесь, друзья, экономия оказывается далеко не максимальной. Такие клиенты в среднем платят примерно на 8 центов больше за каждый киловатт-час по сравнению с наиболее выгодными предложениями, доступными именно в их регионах. Крупные поставщики регулярно корректируют тарифы, а многие потребители продолжают пользоваться прежними условиями, не сравнивая даже их с альтернативными вариантами на рынке и сохраняя автоматическое списание платежей с ваших банковских счетов. Абсолютно аналогичная, если не сказать еще более тревожная картина прямо сейчас разворачивается и в секторе газового снабжения жилых домов. По официальным отчетам экспертов, целых 15,9% всех абсолютно домохозяйств в Германии продолжают закупать голубое топливо по самому дорогому базовому тарифу, переплачивая около 4 центов за каждый киловатт-час энергии. В то же время еще более внушительная масса, друзья, внимание, а именно 51,7% немецких семей предпочитали заключить специальные договоры с тем же самым местным коммунальным поставщиком. Многие таким образом рассчитывали, что смогли сэкономить, уйдя с базового контракта, однако на практике все равно, друзья, продолжают платить в среднем на 2 цента за киловатт-час больше, чем при переходе к более выгодным поставщикам газа, доступным на рынке. Сегодня ведущий аналитик платформы Торстен Шторк выступает с важным предупреждением. В текущем 2026 году розничные цены на энергоносители в Европе, скорее всего, снова покажут ощутимый рост из-за новых экологических сборов. И именно поэтому для каждой семьи прямо сейчас становится особенно важно пересмотреть свои действующие тарифы на электричество и отопление и при необходимости рассмотреть возможность перехода к другому поставщику. Многие люди, особенно пенсионеры Германии и новоприбывшие иммигранты, с опасением относятся к этой процедуре. Однако эксперт подробно объясняет, что перейти из дорогого базового тарифа в Германии на более выгодный вариант на самом деле довольно просто. Вам даже не придется ходить по каким-либо кабинетам, заполнять большое количество бумаг и тратить лишнее время. Как только вы выбираете более выгодную компанию на онлайн-портале и подписываете с ней цифровое соглашение, новый поставщик, как правило, берет большую часть бюрократической процедуры на себя, даже включая расторжение прежнего договора. При этом никаких абсолютно технических изменений в вашей квартире не потребуется, никто не будет менять вам счетчики, трубы или провода. И самое здесь главное, чего больше всего опасаются многие потребители, в момент перехода вам даже не отключат ни свет, ни отопление, поскольку непрерывность подачи коммунальных ресурсов обеспечивается действующими правилами энергоснабжения в Германии. Таким образом, чтобы наглядно показать всю эту выгоду на конкретном примере, я специально для вас подготовил бытовой пример расчета для обычной немецкой семьи. Итак, если мы с вами возьмем стандартный жилой дом в Германии со средним годовым потреблением 4000 кВт-часов электроэнергии и около 20 тысяч кВт-часов газа на отопление, то при переходе с того же базового тарифа на одно из самых выгодных альтернативных предложений по стране, потенциальная ваша экономия может составить внушительные 1315 евро в год. Ну как вам такое? Круто? Из этой суммы около 622 евро можно сэкономить на электричестве, а еще примерно 693 евро останутся в семейном бюджете за счет снижения расходов на газ. Согласитесь, это весьма существенные деньги, которые многие семьи предпочли бы сохранить в своем бюджете.
Причем общая рыночная ситуация для проведения такого аудита сейчас складывается как нельзя, я бы сказал, даже более удачно. Хочу сразу напомнить каждому из вас, что сегодня по официальным экономическим оценкам средняя цена на электричество в текущем 2026 году составляет 31,64 цента за киловатт-час. И это, к слову, один из самых низких показателей с момента начала масштабного энергетического кризиса. Более того, для новых клиентов, которые подписывали свежие контракты буквально 2 июня, тарифная ставка оказалась еще ниже, да, друзья, и составила всего лишь 24,23 цента за киловатт-час. Примерно такая же позитивная динамика наблюдается и в секторе газоснабжения. То есть средняя цена на газ в 2026 году удерживается на отметке 9,93 цента за киловатт-час, что является, кстати, самым низким уровнем за последние годы, а для договоров от 2 июня показатель составил всего лишь 9,72 цента. Вдобавок ко всему, федеральное правительство Германии сейчас внедряет масштабный пакет мер поддержки, чтобы суммарно снизить финансовую нагрузку на потребителей примерно еще на 10 миллиардов евро в год. То есть власти и Фридрих Мерц планируют отменить надбавку за хранение газа и одновременно ввести государственную компенсацию, которая и позволит, соответственно, сократить сетевые сборы за передачу электроэнергии. Кроме того, государство уже взяло на себя финансирование бывшего обязательного взноса по закону о возобновляемых источниках энергии, известному, напомню, как ЭЭГ, что, соответственно, принесло дополнительное облегчение потребителям и даже бизнесу. В итоге, друзья, благодаря этим компенсационным мерам сегодня в 2026 году обычное немецкое домохозяйство может еще дополнительно сэкономить около 160 евро даже без смены поставщика. На этом, друзья, наш с вами подробный экономический и аналитический выпуск на сегодня полностью завершен. Завтра я снова буду ждать вас здесь же, на нашем канале, со свежей порцией самых честных, глубоких и полезных новостей о законах и ваших деньгах в Европе. Если вам искренне понравился сегодняшний живой разбор автомобильных реформ и коммунальных лайфхаков, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и огромное спасибо за просмотр этого видео до самого конца.